Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже третья серия Кайдзю номер 8. Ладно, пофиг. Сама уберу. Да, мы с этого... Короче, какой-то супер крутой навороченный костюм, о котором ходит много слухов. Классика. И снова же машину после этого... Кто вообще такая? Капец долго ремонтировать. Экзаменационный номер 2016. Я Кикору Синомия. Мое хобби — охота на кайдзю. Запомните мое имя. Синомия? Кстати, Старчи, не объяснишь, почему от тебя так и несет кайдзю? Потому что он работает. Да потому что мы на уборке кайдзю работаем. Ну да, И что же простые работяги здесь забыли, а? тварь. Раз, два, Не поняла! У него что, тоже такой костюм есть? Экзаменационный номер 2032. Я Кавка Хибина. Да, Хорошенько запомни мое имя, малышка. да. Чё, удивлена? Блин, пока болтал, они на наше место запарковались. Вот чертов дворецкий. Экзамен для меня — это простая формальность. Ага. Но, кажется, я смогу на нем поразвлечься. А? Ты у меня в ногах ползать будешь, Вот. как Кахибина. Вот сука. Мне она уже Идем нравится. уже, Себас. Есть. Нифига себе, сколько охраны при ней. Большая шишка. Мы только приехали, а вы уже палитесь. Да ладно тебе. Я ж незаметный, совсем немножко перевоплотился, да? Проблема вовсе не в этом! А в чем? Эй, что у вас тут за грохот был? Случилось чего? Это та девчонка. У нас все хорошо. Это та Спасибо девка. за заботу. Тогда топайте отсюда. Да, конечно. Это была все та девка. Еще один такой прикол, и поедете домой, поняли? Понял. Нифига себе, кто за кем должен Долгое присматривать. время я опускал руки. А это мой последний шанс и примкнуть к силам обороны и поравняться с Миной. Погнали. Черт, я... Костьми лягу. Но своего обязательно добьюсь. Вот вы не представляете, как я его понимаю. Реванш. Не понял, что за чертовщина? Я вообще ни за кем не поспеваю. А ведь я за столько лет ни разу тренировки не забрасывал. Не О. говоря уже о том, что я каждый день пашу как вол. Да. На втором этапе проверяют физподготовку и пригодность к тяжелой службе. А, Причем на вторую его часть мы никак повлиять не можем. Из этого следует, что... На физподготовке надо бы получить оценки получше. Как так-то-то? Я раньше был сильнее среднячков. А А поч- сейчас... а почему не проходил ни разу? Неужели все из-за того, что возраст перевалил за 30? Нет. Черт, это дает. Есть такое. Если воспользуюсь силой монстра, наверное, с легкостью обойду тут вообще всех. Ну это да. Раза, дыхание уже сперло. Ау, 219-225. Синоми? Ух, Ой, 5. надо же, как быстро. Я увидела тебя у своих ног. Я Кавка Хибина. Хорошенько запомни мое имя, малышка. Малышка, малышка. Забудь его! Сейчас же забудь мое дурацкое имя, умоляю тебя! Да, стыдно. Когда выпендриваешься, а потом нифига. Это реально стыдно. Большое спасибо. Как бы ни хотелось, вы не воспользовались вашей силой кайдзю. Ну, как я понял, он еле прошел. Тут же все из кожи вон лезут. Нечестно будет, если я их за счет силы монстра обскочу. О, господи. Блин, звучит, конечно, круто, но лучше бы я ее использовал. Да! Возраст дает о себе знать. Я с ним согласен. Возможно, дело не в том, что вы слабые, не задумывались об этом! А в чем? Вот список кандидатов в этом году. Там полно интересных ребят. Впрочем, тебе только Кайдзи подавай. Она а щас- на людей тебе ведь плевать. Она сейчас его увидела. Продолжай. Выслушаю, пока работаю.
Неужто снег пойдет? Ну да ладно. В первую очередь вам стоит обратить внимание на... Харуити Идзума. Закончил с отличием Токийский институт подавления. Пожалуй, он главная звезда среди кандидатов в этом году. Так, и... А вон там Ихару Фурухаси. Он лучший в этом году среди выпускников техникума подавления Хатиодзи. Ихару А вот Фурукати. надежда сил самообороны. Так. Аой Кагураги. Так. Ему прочили успешную карьеру, а он внезапно все бросил, чтобы пойти в силы обороны. О как. Это далеко не все. В этом году экзамен сдает особенно много выпускников техникумов и универов. О. Обычно такие идут не в бойцы, а на более престижные и безопасные офицерские позиции. Странно. То-то, блин, я ни за кем из них не поспевал. Но, бесспорно, самая интересная кандидатка – это она. Синомия? В свои 16 она уже закончила с отличием университет. О. И не абы какой, а калифорнийский. О. Но за глаза называют самым молодым дарованием СО. Кикору Синомия. Кикору. Пыль глотать будет. Ну что ж, посмотрим, смогу ли я составить ей конкуренцию. Я ценю твои способности. В общем, на экзамене собралась элита. Да а уж. Кикору Синомия круче даже нее. Поэтому вам, дядя, так сложно. Погоди-ка. Что такое? Неужели ты запоздало оценил мое величие? Каска Хиби. Офигеть, какая-то, оказывается, крутая! А это еще что за старикан? Странному духу. Небось, полоумный поклонник Синомии. И вот ты снова у меня в ногах, Каска Хибина. Сколько же еще раз за сегодня я смогу над тобой поржать? Господи, как мне будет приятно, когда он ей утрет нос, а? Да ты сама у меня в ногах ползать будешь, соплячка! Да. Дыши. Дыши. Восстанови дыхание. Это провернуть, раз я физподготовку завалил. Пока не отчаивайтесь, дядя. А? Шансы еще есть. Последние 2 года на экзамене оцениваются и способности к разделке туш монстров. Да ну. Тут мы Так отличники. ИСО проверяют командную работу и знания биологии кайдзю. Супер! Ну и заодно они пытаются показать людям, что убивать чудовищ – это еще не вся работа. К Ну слову, супер! именно поэтому я и пошел на подработку в уборщике. Прикольно. Ну что ж. Покажем класс на разделке. Ага. Да, шикарно. Да, он там сухую всех. Здоровые. Классный у них полигон. Всем привет, народ! Меня поставили провести у вас вторую половину экзамена. Так. Я замком 3-го дивизиона Хосина. На полигоне за моей спиной и пройдет проверка вашей пригодности. Замком. Ваша задача — добраться до этих кайдзю и Разделать туши. попытаться их уничтожить. Голыми... Уничтожить! Голыми руками? Закройте ворота, пожалуйста. Психологическое давление. Да. Дикаво, друг мой сердечный, мне кто про разделку втирал? Ну так ее, оказывается, только 2 года проводили. Я тоже расстроен. Естественно, Кто мне тут мы не втирал? можем отправить вас туда совсем голозадами. Поэтому наденете наши костюмы. Голозадами, это что я считаю? Я-то думал, что голыми руками они туда пойдут. Вижу изуматековские вживую. Это же GX4552. И это типа мне должно что-то говорить. Ничего себе. Типа крутое название. Костюм будто мгновенно стал частью меня. Я тоже такой хочу. Замеры параметров тела и подгонка костюма завершены. Мышечное волокно кайдзю работает штатно. От Гуччи. Прямо. Дольче Габбана. Реально становится частью меня. Я чувствую, как наливаются мышцы. Горячо. Так вот каково это. Это наши боевые костюмы против кайдзю. Они изготовлены из органики монстров. Ага. И значительно повышают физические способности его носителя. Ой, это прямо из На данный токийского момент гуля. Нет ничего, что было бы полезнее в сражении с монстрами. Приступаю к замерам боевого потенциала в порядке надевания костюма. Давай. Рена Итикава,
Потенциал 8%. Харуити Идзумо 18%. О, Довольно ожидаемо. Аой Кагураги 15%. Есть. И Хару Фурухаси 14%. Чего? Боевой потенциал показывает, сколько процентов силы костюма вам доступно. Даже у тренированных этот показатель в районе 20. ага. Удивительно, даже один кандидат с 10 выше — это большая удача. Да? Похоже, у нас и правда намечается лучший набор в истории СО. О как. Как это вообще? Чё там? Икору Синомия. Боевой потенциал 46%. Нифига себе. Она читер. Она 100% тренировалась. Приплыли. Приплыли. Она уже на уровне командира группы. Мило. Она величайший талант в истории. По-моему, еще никогда не было таких показателей. Интересно, как у Всего этого. лишь 8%. Ну, Итикава, ты не расстраивайся. 8% в первый раз – отличный результат. Ага. Да и вообще, эту часть экзамена проходят все, у кого не 0. Не говоря уж о том, что нулевого потенциала я еще не видел. Кавка Хибина. Доступный боевой потенциал 0%. Это прикол такой! Офигеть, первый нолик! Дайте мне пару минут, прошу! Сейчас я побольше заряжу! Наполам не заряди! Тоже что-то вообще бессмысленно! Ну вы слыхали? Ржачный старикан! Он мне нравится! Правда, экзамен вряд ли пройдет. Оценивайте кандидатов нормально. козел. Почему? Гнида. Дьявол! Похоже, я какой-то фишки не знаю. Надо выжать этот потенциал до конца экзамена. Любишь же ты дурака валять, Кавка Хибина. Сколько можно прибедняться? Покажи силу, как на парковке. Экзамен вот-вот закончится. К слову. Прекрасно! Ну что, все в боевые костюмы нарядились? Она его провоцирует специально. Тогда давайте начинать. Последний этап. Это какой-то такой тип. Какой-то, знаете, ржачный, но удаленький. Финальный тест отборочного экзамена. Задание экзамена следующее. Вы должны уничтожить кайтю, заполонивших городские улицы. Нормально. Всего там один кардинал и 36 сателлитов. Эти монстры в прошлом году убили 16 человек в Хатиодзе. Мы же их поймали для тренировочных целей. Сейчас в качестве финального испытания вам придется сразиться с ними с боевым оружием. Погнали. Каждого кандидата будет сопровождать свой дрон. Через них мы будем вас мониторить. Если мы расценим, что вы в смертельной опасности, то дистанционно запустим энергетический щит костюма. Учтите, что это будет означать для вас провал экзамена. Скажу честно, народ, гарантировать, что все вы выживете, я не могу. Принуждать не буду. В бой пусть идут лишь те, кто готов. Понятно, все побежали, да? Вперед. Какого черта? Понятно, врубила функцию матрицы. Ну, давай, пошла. Сателлит 1-2 уничтожен. Сателлит 03 уничтожен. Чего? Потрясающе. Чего? Вот же черт, нельзя от нее отставать! Дуй за мной, Итикава! Это вы за мной дуете, дядь! Вот дьявол! Сдохнуть можно, какая же эта штука тяжелая, блин! И понять это могу лишь я, полный нолик! Прекратите хвастаться! Как нам тут воевать? По огневой мощи Синомии нам не тягаться. Ах да, ребята, чуть не забыл упомянуть. Капитан Мина Асера будет лично наблюдать за вашим экзаменом. О, Вы он уж сейчас... постарайтесь ее впечатлить. Ау, она там из-за него. Посмотрим, кто из нас станет самым крутым бойцом! Точно. Какая разница, 0 у меня или что? Кончай паниковать. Кавка, помни, это твой последний шанс. Итикава, как думаешь, почему экзаменатор приставил каждому из нас по отдельному дрону? А ну-ка. Хороший вопрос. Они могли бы просто отследить нас по сенсорам костюмов. Будь главным критерием отбора число убитых кайдзю. Вот-вот. Судя по всему, они оценивают не боевую мощь, а то, как мы подстроимся под ситуацию. В таком случае, раз нам не достает боевой мощи, то нам нужно... Ага. Изо всех сил помогать тем, у кого ее достает! Да! Он будет координировать.
Черт! Дядя! Право от нас идет бой! Отлично! Обойдем монстра и поможем! Где-то я уже видел такие когти. Так. Точно! Вспомнил! Мы с уборщиками Иды такого же чудика разбирали. Ну, понятно. Ясно, зачем они снабдили нас этими малышками. Какими? Гранатами? Получай! И в чем прикол? Шумовая была? Это шумовая? Шумовая. Я знаю, что у этой тварюги отменный слух, но со зрением проблемы. Поэтому стоит нам ее оглушить, и ей конец. Живот! В сравнении с другими кайдзю у этого мягкое пузо! Этим живот! Чего? Живот, блин, дебил, целься! Вот в чем будет его основная сила. Он прекрасно разбирается во всех видах и знает от начала и до конца все. Вы сколько Спасибо за помощь, престарелый фанат Синомии. Никакой я, блин, не фанат! Никакой я не фанат. Слушайте, сколько они боезапаса потратили? Они несколько теперь патронов потратили. Они там, мне кажется, магазины сменили. Не зря ж через мои руки прошли сотни, а то и тысячи трупов кайдзю. Здорово. Мы, чистильщики этих тварюк, знаем вдоль и поперек. Шансы есть. Даже силу кайдзю использовать не придется. Сегодня я, наконец, перечеркну прошлые провалы. Следующую гранату я кину. Мы хорошую стратегию выбрали. Попали. Держаться. Вот это подстава. Держаться. Вообще фигово. Вообще он может врубиться прямо сейчас, и все будет норм. Еще один. Дядя! Мне кажется, его прямо Патрон сейчас Дельта. это... Кандидат 2032 ранен. Датчики буквально взревели. Для него бой закончен. Сателлит 2-3 продолжает атаку. Готовьте энергетический щит. Твою ж мать. Все неплохо Зараза. шло. Они же сейчас щитом меня накроют. А все так Это хорошо. будет означать для вас провал экзамена. А так хорошо все шло. Давай, вставай. Мина же... Мина на меня смотрит. Да, давай. Нет у меня права еще больше опозориться перед ней. Запускаю энергетический щит. Не надо. Как я и думал, старичок первым и вылетит. Козел. Жаль, забавный мужик. Да. Ну что тут поделаешь? Прикрыли, прикрыли. Пацаны прикрыли, Вот да? ты в третий раз у моих ног, Вот Кавка сука. Хибина. Пока я Кикору. нахожусь на поле боя, не будет ни единого выбывшего. Егору, ты Я меня... сейчас быстренько разберусь с остальными монстрами, а ты можешь и дальше сосаться с асфальтом, старче. Сука. Я ее люблю. Кардинала хочет убить. Хрена с два, он мой. Блин, да ей пофиг на слабости Не даже. зевай, а то помрешь. Вот даже на слабости пофиг. Ошизеть, как мощно палит. У нас точно одна и та же экипировка. Ал дает настолько серьезную разницу в огневой мощи. Вот же черт, я не сдамся. Дядя! Неужели сломано? Я ж тогда уже не поднимусь. Давай, давай. 32, ты меня слышишь? Это Косина из командной рубки. Костюм сообщает, что ты серьезно ранен. Скорее всего, у тебя сломано несколько костей. А также, возможно, повреждены некоторые внутренние органы. Ох. Как же так? Неужели придется сдаваться? Не смей. Не хочу. Шансы есть, и я до последнего буду держаться за них. Полный ноль. И что сейчас будет? А иначе я никогда не смогу встать. Бок о бок с ней. И сейчас произойдет сразу 78%, да? Вечно везет тем, у кого врожденный талант. О, классика. На правах экзаменатора я советую тебе сняться с экзамена.
Тем более, что наши щиты все-таки не всемогущи. Сдаваться или нет, буду решать. Только я сам. Дядя. Куда мне за мечты цепляться? Старый Стороны, наверное, вообще на дурака похож. О боже мой. Он встал на больную ногу. Блин, поставил на кон всю свою чертову жизнь. Решил вновь последовать своей мечте. Даже не 1, а 0 В целых. этот раз. В этот раз я уж ни за что не сдамся! 0,0%? Хотя бы 1% бы нарисовали. Ну правда, ну это вообще какое-то смехотворство какое-то. Слушайте, вообще решили принизить бедного чувака. 0,0. Ну кошмар какой-то вообще, а. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Мне очень приятно делать для вас данный контент, и будет вдвойне приятно, если вы поддержите меня звоном монет. Ссылка в описании. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код GES выкладываю на Бусти без ограничений в открытом доступе. Итак, дорогие друзья, про серию поговорим буквально через пару минут, а перед этим хочу поблагодарить одного из моих гаргуш на Бусти, а точнее Эшли Роя. Сразу говорю, прошу прощения, если неправильно прочитал имя. За то, что он помог понять, почему Кафку Хибина зовут как Франца Кафку, писателя. Дело в том, что Кафка написал такую книгу, как «Превращение». Она не была опубликована в период его жизни. Ну, из-за того, что они что-то там с редакцией не поделили, и поэтому она была опубликована только после его смерти. Смысл в том, что там чувак просто так по факту, то есть никаких объяснений, по факту превратился в насекомое. Знаете, тут как-то тоже очень интересно так произошло, но даже не объяснили, как это твою дивизию произошло. Вот в один прекрасный вечер, вот как и Кафка Хибина, стал кайдзю. Все, вот прямо на ровном месте. Так уж получилось, как я понял. И тут то же самое. Там главный герой, вот в главном превращении главный герой Грегор Замза просто так стал этим каким-то насекомым. А он содержал при этом всю семью. Потом его семья его начала содержать, потому что он банально не мог выйти. И вот потихоньку его семья от него отказалась, если так очень кратко пересказывать. И вот этот весь процесс объясняется. И понимаете, в чем дело? Вот параллель в том, что, во-первых, тот стал монстром, тот тоже был таким каким-то насекомым. И Кафка Хибина сейчас до смерти боится, что будет, когда узнают. А знаете что? А в романе «Превращении», ой, как, оказывается, мировосприятие человека меняется, когда человек, от которого буквально зависела вся твоя жизнь, твой родной человек, это семья, внезапно стал визуально не такой хороший, и как это сильно сказывается. Вообще роман считается, знаете, метафорой на людей-инвалидов, которые вот не были, а потом внезапно стали там из-за разных случайных обстоятельств. И в итоге родные вынуждены о них заботиться всю свою жизнь. И вот там показан процесс такой очень жесткой ненависти к таким людям. Ну, так говорят. Не сказать, что метафора очень глубокая, она поверхностная, просто параллель в том, что и там по факту сразу стал этим насекомым, и тут внезапно Кафка стал монстром. Вот такая интересная параллель, отсюда, мне кажется, и его имя. Ну, дальше маленький минус данной серии в том, на самом деле, что нам внезапно всех сразу представили. Харуюки Идзума. Пожалуй, он главная звезда среди кандидатов в этом году. И Хару Фурухаси. Победа!
Аой Кагураги. Он внезапно все бросил, чтобы пойти в силы обороны. Хикору Синомия. Ее за глаза называют самым молодым дарованием СО. То-то, блин, я ни за кем из них не поспевал. Сразу видно невооруженным глазом, кто будет братвой у Кафки Хибина и у Итикавы. Короче, эти трое составят 100% тандем. Ну и, конечно же, Кикору Синомия, ясное дело. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас я вот читаю их имена, я не успел их пока запомнить. Слишком много персонажей за одну серию сразу навалилось. Хотя в Атаке Титанов тоже такое было, вот когда они на построении были, и их прямо вот так всех прямо давай. Но понимаете, в чем дело? Нам постепенно их имена давали, понимаете? Постепенно вот давали запоминать их. Их не выставляли сразу, а тут прям по списку нам прошлись. Это я считаю маленьким минусом данного момента, потому что слишком быстро и пока не успел их запомнить. Их успеваешь запомнить только по виду. Я их имен еще не успел запомнить, но по виду они очень ярко, кстати, все отображены. Ну что ж, было очень интересно посмотреть на то, как он проходит экзамен. Вот, да, есть такое, когда за тридцатник переваливаешь, все. Неужели все из-за того, что возраст перевалил за 30? Уже пик силы постепенно сходит на нет, и это бесит. Вот снова же показывается минусы такого момента, как уже, когда начинает сказываться возраст. Да, теперь по поводу костюмов. Ну, костюмы, которые дают им силы, вот которые сделаны из ткани их этих кайдзю. Ну, знаете что, это ясное дело, это токийский гуль. Ну, по поводу костюмов, ясное дело, это прямо, знаете, акцент из токийского гуля, потому что, ну, понимаете, там вот прямо оттуда, от начала и до конца все взято. То, что там это чуваки, которые охотились на гулей, они пользовались их оружием, прямо, ну, то есть они пользовались их этими, ну, частями их и делали из них оружие. То есть то, что для гулей было оружие, они делали оружие для себя, потом отрывали и делали. Еще, и потом во втором сезоне были показаны, типа, навороченные крутые костюмы, такие вообще мощные, они там против совы когда дрались. Ну оттуда это прямо с черным по белому. Это аниме, знаете, Кайдзю номер 8, это такой, знаете, сборник, солянка удачных идей. И я не считаю, между прочим, это минусом данного произведения. Почему? Потому что здесь многое взято, я уже в предыдущих сериях говорил, что многое взято из, ну, ясное дело, из Годзиллы, многое взято из Тихоокеанского рубежа, я тоже это упоминал. В данный момент взяли также у своих конкурентов. Но не сказать, что взято, а просто вдохновлено ими. Потому что вот, если давайте взять фильмы Тарантино, да, господи, уже в интернете можете найти по полной программе слухи, не просто слухи, а яркие подтверждения того, что он прямо кадры воровал, ну не воровал, я не хочу такое слово сказать, а заимствовал очень многие кадры, как их построить, сюжеты, образы, заимствовал от начала до конца из очень-очень более старых фильмов, о которых вы не слышали, я вот больше чем уверен. Например, вот в «Убить Билли», в «Джанго освобожденным», но больше в «Убить Билли». Это, господи, это же солянка всех самых лучших боевиков, что самурайских, что китайских старых, еще до Джеки Чановских. Серьезно, это же все полностью солянка. И я вот хотел подчеркнуть этот момент, что я не считаю это минусом, я считаю это наоборот очень хорошим плюсом, когда можешь хорошие идеи позаимствовать и гармонично их собрать в чем-то. Также мне очень понравился тот момент, что тут хотя бы объясняются силы персонажей. Понимаете, в чем дело? Во многих произведениях, ну, в некоторых произведениях, когда вот чуваки прыгают, когда чуваки вот, разносят все и так далее и тому подобное, а потом ничем не объясняется их сила, как они там прыгают и так далее и тому подобное. Да, вот, например, в «Самурае Кенсине», да, вроде историческое произведение, а они там прыгают до 2 метров и так далее. А здесь хотя бы объясняется, вот почему они могут и прыгать, и там по стенам бегать. Потому что все это костюм. Все это костюм, причем костюм, который, насколько я понял, сливается с их телом. Вот тут я немножечко не понял этого момента. Этот костюм, как я понял, сливается с их телом. А тело, насколько сильно приспособлено к данному костюму, вот настолько данный костюм их и вырабатывает. Вот насколько я это понял. Кафка Хибина, доступный боевой потенциал 0%. Это прикол такой! Потому что, ну, должно быть логическое объяснение, почему у бедного Кафки 0 показало. Вообще 0 абсолютный. А
понятно, почему Кикору Синомии показала. Я уже могу прямо с черным по белому пояснить, почему у нее там самый высокий процент. Потому что она с этим, у нее до этого был костюм, у нее есть практика с данным костюмом. Она, ну давайте уж греха не таить, 100% видно, что она миллионерша. Там и охрана и так далее. Офигеть, какая-то, оказывается, крутая! Руки прочь от нашей госпожи! У нее, мне кажется, с детства уже была практика с этими костюмами, так что у нее там уже наработка, она четко вот сюда собиралась прямо с самого детства поступать. Что касается остальных, остальные тоже, но, видимо, у них нет таких физических, таких экономических, возможностей, как у нее, и поэтому некоторые сильно отстают. Что касается Итикавы, учитывая, что у него, ну, вообще никаких финансовых возможностей нету, парень вообще на подработку ходит, чтобы, ну, но при этом имеет 8, так что очень даже неплохо. Итикава, ты не расстраивайся. 8% в первый раз – отличный результат. А что касается Кавки, мне кажется, просто здесь костюм просто чует его внутреннюю эту фигню. Понимаете, да? Вот то, что он наполовину кайдзю. Может, поэтому этот костюм не работает? Потому что на кой хрен ему этот костюм вообще нужен? Да, и с замком. Я замком 3-го дивизиона Хосина. 46%! Приплыли. Дайте мне пару минут, прошу! Ржачный старикан, он мне нравится. Правда, экзамен вряд ли пройдет. Как я и думал, старичок первым и вылетит. Жаль, забавный мужик. Этот чувак мне понравился больше всех. Гениальный мужик, тварь, гнида. Будет много стебать, но вот чисто вот чистейший замком. Классный чувак. Вот стебет, но любя. Вот стебет, любя, понимаете? Вот Синомия стебет по-тварски, а вот этот чувак стебет, любя. Вот это очень круто. Это большая разница, между прочим. Что ж, дорогие друзья, это была 3-я серия Кайдзю номер 8. Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте. Также, пожалуйста, на Бусти, где я буду выкладывать Кайдзю номер 8 на несколько серий вперед, без маскировки. И, ну, ясное дело, музыку тоже не вырезать. Удачи, увидимся уже на 4-й серии.